Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» — подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. А эксперт сегодняшнего выпуска — Элина Дейли, автор YouTube-канала Элина Дейли про work-life balance для зумеров и миллениалов. И мы с Элиной отправимся в рождественские Данию и Швецию. Поехали! Элина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас? Сейчас в Стокгольме, я живу здесь в Швеции уже 6 лет, так что всем привет из холодной северной столицы. Офигенно, мы как раз с тобой обсуждали за минуту до записи, что у тебя какая-то невероятная солнечная, потрясающая погода, поэтому второй самый банальный вопрос. Стереотипы, что в Скандинавии хочется вешаться от депрессника зимой, это стереотипы или так на самом деле есть? Это чаще всего так и есть. Думаю, очень зависит от того, про какой регион мы говорим. Там, где морознее зимой, там обычно больше солнца. С другой стороны, там и день короче, поэтому в 2 часа дня уже, в принципе, начинается вечер. Я думаю, нам просто повезло в этом году. Ну, как повезло? Глобальное потепление, климатические изменения, да, то есть в этом году как-то больше солнца. Посмотрим, но это только декабрь. Знаешь, впереди январь-февраль, там может быть что угодно, нежданное. Какие ты отличия заметила про Швецию после того, как переехала из Дании? Бросилось ли что-нибудь на контрасте в глаза? Ну, это две абсолютно разные страны. На самом деле есть такой стереотип, что все скандинавские страны супер похожи, и отличий там между ними нет. Для меня отличие просто очевидное, и это касается как и менталитета. Все-таки там датчане, шведы и норвежцы, да, у них есть что-то общее, но есть и какие-то, у каждой нации есть свои подводные камни, есть свои плюсы и минусы. И также в целом устройство стран, внутреннее устройство, политика внутри стран, то, как устроена социальная система, забота о гражданах. То есть, на самом деле, очень много таких мелких деталей, которые далеко не похожи. Можешь ли ты вспомнить какие-то вот основные эти различия Дания versus Швеция? Ну, например, в Швеции в целом попроще найти себе жилье, как купить, так и снять, потому что здесь и цены поприятнее, и сама процедура взятия кредита, допустим, или поиска человека, который сдает квартиру, да, вообще рынок недвижимости, он в Швеции более гибкий, чем в Дании. В Дании также для меня, на мой взгляд, довольно сложная ситуация политическая, и люди в Дании менее открыты к приезжим, к иностранцам, к иммигрантам, к экспатам, и расизма в Дании, на мой взгляд, гораздо больше, чем в Швеции, и датчане более прямолинейны в этом, то есть они абсолютно не скрывают, что они хотят избавляться от приезжих людей, и они их высылают. Например, в этом году датские университеты сократили 4000 мест для иностранных студентов, то есть они не хотят, чтобы иностранцы приезжали учиться в Данию, они хотят предлагать больше образования своим жителям, датчанам, они хотят, чтобы больше датчан работало на рынке Дании, да, но на самом деле по факту все самые такие классные компании всегда нанимают тех же программистов, иностранцев, потому что, как правило, это люди просто более такие тоже гибкие, работоспособные, предприимчивые. В плане цен, понятное дело, в Дании цены на услуги гораздо выше, транспортная система. Но вот, кстати, что интересно, что в Дании гораздо больше велосипедов, чем в Швеции, например, и там лучше развита инфраструктура для велосипедов. Что еще? Отношения с людьми. Мне кажется, что семейные ценности в Швеции сильнее, чем в Дании, хотя и там процент разводов огромен, и, мне кажется, наверное, увеличивается с каждым годом, но в целом, на мой взгляд, в Швеции как-то люди более такие семейно ориентированные. Судя по тому, что ты говоришь, звучит, как будто бы Дания — это не самая дружелюбная среда для иностранца, иностранки. Как вообще тебе, не было ли там тебе одиноко, когда туда переехала? Да, это причина, по которой я там больше не живу. Но я тебе так скажу, что одиноко вообще может быть, наверное, в любой стране, даже в самой какой-нибудь классной, горячей, и где там самые открытые люди. Все, в общем-то, зависит от внутреннего настроя самого человека. Но в Дании просто я поняла, что я еще была очень такой молодой, когда я там жила, да, это мне было от 19 до 21, вот только-только мне исполнилось там 22, и я уехала оттуда. У меня были такие максималистские взгляды, и я очень все воспринимала близко к сердцу, и в какой
какой-то момент я просто поняла, что я не могу проломить эту стену, я в нее стучусь. Я очень хотела интегрироваться. В чем, наверное, была моя такая проблема, что я прямо интегрировалась всеми путями. Я очень быстро выучила язык, я очень быстро поселилась, я сняла комнату в квартире, где у меня жила девочка-датчанка, и мы с ней говорили только по-датски, то есть у меня было полное погружение в язык. Я очень активно искала работу на датском языке, и, наверное, вот именно тот факт, что меня не брали никуда на работу с моим русским именем, меня и тогда очень задел. Но сейчас я понимаю, что все дело было только в моем отношении к этому всему, потому что я уверена, что если бы я, наверное, как-то попроще к этому относилась и побольше старалась, возможно, у меня бы все вообще по-другому сложилось. Но я как-то в тот момент выбрала уехать оттуда, и, честно говоря, когда я уезжала из Дании, я прямо помню этот день, когда я про себя подумала, что я больше в Скандинавию ни за что никогда не вернусь вообще. И через 2 года, я переезжаю жить в Швецию, и у меня были такие скептические очень настроения насчет Швеции тоже. Я прям думала, что окей, я только здесь на 1 год, потому что я поступила в магистратуру, я прямо вот помню, что я приехала, вышла на перроне из поезда и такая думаю, все, здесь 1 год, и я уезжаю. Но мне очень понравилось в Мальмö на юге Швеции, и я в итоге там осталась. Что тебе понравилось? Во-первых, там абсолютно какие-то открытые люди были на тот момент. Вообще надо понимать, что Мальмö — это юг Швеции, это прямо граница с Данией, и Мальмö не похож ни на что. Это не Швеция, это не Дания, то есть это такой микс людей, это как melting pot, да, это как, не знаю, маленький Нью-Йорк внутри Швеции. Супер открытые люди и какой-то вайб вообще, знаешь, такой очень домашний, уютный. И, наверное, тоже тот факт, что я уже к тому моменту немножко больше созрела, и я уже понимала, что, как-то у меня был немного другой подход к собственной интеграции внутри страны. И знаешь, еще, конечно, люди повлияли, именно те, которые были вокруг меня, потому что у меня было классное комьюнити студентов, которые потом, конечно, все разъехались, но все равно они мне такую очень классную платформу дали для того, чтобы я себя почувствовала больше как дома. Но даже не то, чтобы они мне дали эту платформу. Я для себя просто выбрала, что я хочу здесь чувствовать себя лучше, а не так, как я там где-то себя гнобила постоянно, знаешь, в Копенгагене за какие-то свои неудачные там нетворкинги, за то, что я не могла никак подобраться к людям. Знаешь, еще я вот, кстати, интересно, сталкивалась ли ты с этим, когда ты жила в другой стране, но я чувствую разницу между тем, как когда ты очень сильно пушишь и хочешь прямо вклиниться в местную среду, ты прямо ищешь общение, жаждешь там с местными общаться и дружить. И у меня, например, это работает так, что когда я очень сильно пушу и прямо навязываюсь, логично, что люди как-то, наоборот, неохотно идут на контакт. Но когда вот я в Швеции, например, научилась отпускать ситуацию и перестала стараться стать шведкой как можно скорее, у меня сразу как-то все вообще наладилось, я стала более плавно входить в новую среду, и люди как-то были более открыты. Расскажи, пожалуйста, раз мы сегодня у нас Рождество, Юхуху, Санта-Оленя, какое отношение вообще к Рождеству в Швеции, в Дании, в Скандинавии? Есть ли разница между ними и что происходит? Вообще Рождество здесь, мне кажется, наверное, один из самых главных семейных праздников в году. Все скандинавы, в принципе, его обожают. Может быть, ты видела, на Netflix даже есть разные там рождественские фильмы. Норвежский, в прошлом году вышел такой забавный норвежский рождественский фильм. То есть в нордических странах люди прям любят Рождество, и там Новый год даже они так не празднуют, как Рождество. Но в чем отличие, знаешь, в целом у них даже традиции накрывать стол, они очень схожи. И есть, например, такая традиция делать рождественский, то, что называется в русском языке шведский стол. Здесь это называется как буфет, можно сказать, когда у тебя куча рождественских блюд на одном столе. И вот все рестораны, например, или какие-то такие кафешки, они делают в течение ноября и декабря вот такие вот рождественские столы, когда ты платишь от 40 до 140 евро за один такой прием пищи большой, и приходишь часа на 3 и прям вот объедаешься всей этой рождественской едой бесконечно. Разница только в том, что в Дании это называется юлефрокост, то есть рождественский обед, а в Швеции это называется юльборд, рождественский стол. Но, в принципе, концепция одна и та же. И то же самое, например, в Дании есть рождественское пиво, которое делает Туборг каждый год, Юлебрюк называется, а в Швеции, рождественское пиво, прям алкогольное, наверное, тоже есть, но они очень любят такой напиток юльмуст. Это как Кока-Кола
Кока-Кола, только с таким рождественским привкусом. И вот я прям, когда хожу в супермаркеты, там постоянно, знаешь, вот эти вот большие такие лотки с этими Крисмас всякими напитками, с печеньками имбирными. Еда рождественская, мне кажется, это вообще культ. И здесь, и там. Ну и глёк, конечно же, вот этот пряное вино. Ну, это такая тема, в принципе, во всей Европе, мне кажется, в северной популярна. А Рождество отмечают с членами семьи? Или это окей, там, приглашать друзей, кого-то еще? В целом, в принципе, это больше семейный праздник, но понятно, что есть люди, которые, например, может быть, у них нет семьи, или она очень далеко живет, тогда можно и друзей пригласить. Но либо, знаешь, ты ужинаешь с семьей, и кто-то из друзей к вам приходит, если у вас какие-то очень близкие отношения. Но я бы сказала все-таки, что это семейный праздник. И все дети, взрослые уже, они стараются всегда ездить к своим родителям в другие города, например, чтобы провести Рождество всем вместе. Но знаешь еще, что есть, кстати, такая тема? В Швеции же очень популярна вот эта концепция бонусной семьи, когда, например, родители разводятся, и у каждого родителя новый партнер, и у них там новые дети, и плюс старые общие дети, и вот как бы у вас может быть отчим, и папа может быть при этом, и мама, и еще одна мама. Ну, то есть, и, в общем, когда происходит Рождество, то чтобы всем вместе отпраздновать Рождество, но при этом не делать это в само Рождество, есть такая традиция, называется «маленькое Рождество», Лиль-Юль, когда ты, например, там за неделю до реального Рождества встречаешься вот со всей прям своей семьей, вы все съезжаетесь и как-то вот вместе проводите время. Либо ты со своей бонусной семьей дополнительно отдельно встречаешься, а настоящее Рождество встречаешь со своей нынешней семьей. Ну, короче, тут такое, знаешь, немножко сложные все эти концепции, но суть в том, что Рождества может быть больше, чем одно. Блин, на самом деле здесь открывается простор для неловких ситуаций. Если, например, там, знаешь, 2 жены, 2 бывших мужа, 5 детей, 8 тещи, вот что-то такое. Я рекомендую посмотреть сериал «Бонус Фамилиан», он есть на Netflix, «Бонусная семья» по-русски называется. Это вот, в принципе, краткий гид по тому, как шведы строят семейные отношения, когда они разводятся, меняют партнеров и при этом продолжают выращивать совместных детей и новых детей. Такой вопрос, а как вообще в Швеции строят личные отношения? То есть можешь ли ты с кем-то познакомиться, там, не знаю, задружиться, и как быстро, чтобы тебя пригласили отмечать Рождество вместе? Мне кажется, здесь может быть очень много разных кейсов, разных развитий событий, но, в принципе, это довольно сложно, чтобы тебя прям пригласили на Рождество, я думаю, потому что это такой очень личный семейный праздник. Но видишь, в чем дело? Шведы, я не могу сказать, что они прям лезут дружить со всеми подряд, довольно-таки сложно к ним втереться в доверие, и они очень ценят свою приватность, то есть вообще шведы дружат кланами, вот у них там есть, например, клан друзей из школы или из старшей школы, и они могут всю жизнь общаться вот только с этими друзьями, или какие-то люди из университета, с которыми они тоже дружат годами, ну, кого-то они подцепляют себе новых из друзей на работе, но это очень так редко переходит в какие-то прям очень близкие отношения, дружеские. Поэтому здесь строить прямо отношения такие глубокие со шведами, если ты иностранец, не так уж прямо легко. И, в принципе, я это понимаю, потому что если бы... Я просто вся представляю себе, что если бы я жила, допустим, в Эстонии, и у меня был бы мой круг там эстонских и русскоговорящих друзей, то я даже не знаю, по какой причине я бы могла вдруг спонтанно начать общаться с иностранцами, если бы у меня не было там интереса к ним, да, если бы у меня не было интереса к другим культурам. Для меня это было бы вообще что-то непонятное. Зачем, знаешь, мне впускать в свою жизнь кого-то другого? Но, наверное, так как я открытый к миру человек, я бы все равно там где-то рано или поздно затусила бы с иностранцами, но я ставлю себя на место шведов здесь и понимаю, что, в общем-то, мне нечего на них злиться за то, что они там не сильно рвутся со мной дружить или с другими иностранцами. Но здесь я тоже верю в то, что все очень зависит от того вообще, как ты себя подаешь, владеешь ли ты языком, вообще, что ты за человек. То есть, возможно, если прям поставить цель, может быть, мне даже можно попробовать сделать челлендж на следующий год, чтобы подружиться с кем-то за год, чтобы меня пригласили на чужое Рождество. Это был бы интересный эксперимент. Если возвращаться как раз к праздничным темам, дарят ли на Рождество подарки? Да, только на Рождество, в принципе, дарят, ну, то есть на Новый год не дарят подарки. И на Рождество дарят очень много подарков. В общем, давай так вот определим, что в Швеции Рождество — это то же самое, что в России Новый год. Вот так вот. То есть по уровню значимости, да, вот эти подарки, застолья, веселье и так далее. Ну и подарки дарят разные. Тут же, видишь, еще есть адвент. Каждое воскресенье до Рождества есть по адвенту, их всего 4. И в честь этого тоже люди могут иногда какие-то себе, ну там детям в основном какие-то дарят подарки. Плюс адвент-календари. В общем, у тебя весь декабрь как-то сопряжен с дарением и получением подарков, так или иначе. А насколько вообще шведы религиозны?
Не очень религиозную, то есть здесь есть церкви, здесь есть даже церковные выборы, когда выбирают представителей церковной власти, и люди в церковь ходят, но в целом я бы сказала, что здесь, наверное, больше атеистов. Я сейчас делаю сводку не по статистике Швеции за 2021 год, а по статистике своего близкого окружения, вообще людей, с которыми я общаюсь. То есть для них тема религии такая, в принципе, довольно незначимая. Рождество же это в целом Рождество Христово, праздник религиозный. И это какое-то вот тоже классическое Рождество с этими всякими библейскими символами, либо ребята его как-то переосмыслили. Мне кажется, здесь, наверное, есть какая-то доля привязки к вере в праздновании Рождества, но больше это, как, знаешь, это ритуал, это собраться со всей семьей, вместе провести время, сделать друг другу подарки, вкусно поесть. То есть, мне кажется, Рождество — это не религиозный праздник здесь для большинства людей, а все-таки семейный праздник. Повод побыть вместе. А замечаешь ли ты какие-то тренды в подарках? Знаешь ли ты, что сейчас принести на Рождество и подарить шведам или датчанам? Могу говорить за шведов. Вообще здесь все супер эко-френдли, и в последнее время очень популярен тренд, когда ты подарки покупаешь в секонд-хенде. Если там кто-то из слушателей не знает, то в Швеции очень развита культура секонд-хендов, и здесь в секондах очень крутые вещи. То есть это все, это и одежда, и электроника, и бытовая техника, книги, мебель. Это вот в буквальном смысле ты можешь все, что нужно, купить в секонд-хенде. И мне кажется, все больше людей дарят такие подарки, использованные кем-то ранее. Но знаешь, если мы говорим, например, про книги, то это же, в принципе, особо не имеет значения, да, купленное не в секонде или в магазине. Но есть еще одна такая фишка, что каждый год в Швеции проводится опрос, какой предмет люди покупали больше всего. И в этом году это была ракетка для тенниса, которая по-английски называется paddle. Просто две ракеточки, когда ты просто друг другу вот так кидаешь, да? Типа как бадминтон, только другие ракетки. Окей. Мне кажется, здесь еще и популярны виш-листы тоже, то есть ты просто пишешь список желаний. И есть одна вещь, которую тоже все шведы дарят друг другу, особенно в случае, если они не знают, что дарить. Это косметический набор бренда Rituals. Знаешь, такой бренд, он родом из Нидерландов. Шведы его просто обожают. Здесь, в Швеции, в Гетеборге, есть один из крупнейших магазинов этого бренда. У них там прям бутик такой гигантский, где там просто вообще paradise. Тоже очень часто, мне кажется, даже, в принципе, под каждой елкой хоть что-нибудь от этого бренда тоже всегда будет. А есть ли какой-то бюджет, который считается таким стандартным, не знаю, приличным, максимальным, минимальным для подарка? Если у тебя очень большая семья, я думаю, что можно там договориться, что вы тратите не больше какой-то суммы, не знаю, условно 15-20 евро на подарок. Ну и плюс, знаешь, шведы же вообще, они не очень такие за роскошь, ну то есть они не очень любят... Разные, конечно, шведы бывают, но в целом шведы очень простые люди, они там не стремятся за какими-то дорогущими вещами, поэтому мне кажется, что здесь на подарки не очень много денег тратится. Видишь ли ты какие-то как раз культурные изменения, которые случились в Швеции из-за пандемии? Я должна сказать, что вообще шведы очень серьезно восприняли всю эту ситуацию с пандемией, и они прямо вот сидели дома, они никуда не ходили, они не виделись со своими пожилыми родственниками 1,5 года, пока все члены семьи не сделали прививки. И, конечно, это, наверное, повлияло на общение. Я вот очень хорошо помню, когда у нас в конце сентября 2021 года стали потихоньку возвращать людей в офисы на такую гибридную работу, то по телевизору даже в утреннюю программу специально позвали эксперту по коммуникациям, чтобы эксперт объяснил, как нужно теперь общаться с людьми в новой реальности. Что, например, не стоит сразу бежать друг друга обнимать, потому что не всем комфортно, знаешь, не все там настолько жаждут касаться других людей. Что не стоит постоянно говорить, что «О, это пандемия», ну как-то возмущаться по поводу пандемии или напоминать друг другу о том, что это вообще было. И, в общем, у нее были там прям вот очень интересные даже советы о том, как стоит общаться, чтобы друг друга не травмировать, потому что дело в том, что ведь кто-то из людей потерял близких во время пандемии, и поэтому не хочется затрагивать щепетильные темы, чтобы не расстраивать друг друга, и как-то предлагалось очень мягенько войти в новую жизнь и не брать с собой запас каких-то старых негативных и грустных эмоций. Я могу сказать, что, наверное, за счет вот всей этой пандемии, возможно, люди немножко научились мягче друг с другом общаться. Это мое личное сейчас такое предположение, но я была
была очень впечатлена тем, как вот эксперт рассказывал, как стоит общаться, потому что нас же этому не учат. Здорово, что есть люди, которые дают эту информацию. Я вот заметила, что, я там в разных странах побыла за последние как раз пандемии, очень много где каталась, и какое разное отношение к личному пространству, да, было до, после пандемии, во время, как бы в целом какие-то национальные особенности, отношение к правилам, соблюдение их или несоблюдение, да, или саботажа правил. Тоже, да, прямо чувствуются какие-то разницы культурные. Да, ты знаешь, мне особенно интересно наблюдать за тем, как люди разных поколений вообще через все это проходили, потому что, например, в моем доме, я живу в высоком доме, у нас там 10 этажей, и я езжу с верхнего этажа вниз, и если иногда в лифте есть пожилой человек, то я не могу зайти в лифт, потому что человек, как правило, не хочет с кем-то ехать вместе. Я такой открытый человек, я типа спрашивала всегда, вы не против, если я зайду в лифт? И иногда человек был прям откровенно против, и, знаешь, меня так истребляли вообще взглядом, что я понимала, окей, не стоит. Сейчас я даже вообще не спрашиваю, я просто показываю, что все окей, вы можете ехать, я подожду. И вообще здесь, да, вот пожилые люди, мне кажется, очень были озабочены своим здоровьем, и как-то вот они охраняют свое личное пространство, но это им не мешает ходить в кафешки и устраивать пенсионерские заседания в районных кафешках с кофе. Это просто вообще так смешно. Я всегда прохожу мимо кафе возле своего дома, и у нас там вот где-то с 10 утра до 2 часов дня постоянно заседания пенсионеров, которые уже там все сделали себе прививку, и вот они сидят, пьют кофе с пирожным и обсуждают жизнь. На самом деле это офигенно. В плане, что есть какая-то жизнь после 60 лет, скажем так. Ой, вообще это тоже моя любимая тема. Мне вообще кажется, что после 60 лет жизнь только начинается, когда уже там дети съехали, и когда уже есть возможность выйти на пенсию. Это тоже мы можем оставить на отдельную тему для другого подкаста, потому что я вот обожаю все эти разговоры про пенсионеров. Мне кажется, у них есть много чему научиться. Кстати, к вопросу о учебе и возрасте. У тебя сейчас выходит книга, которая называется «Пока мне не исполнилось 30, что важно понять и сделать уже сейчас». Ты можешь в 2 словах рассказать про что книга и где ее можно купить? Книга для людей, рожденных, можно даже сказать, начиная с 80-го года до 2000-го, то есть это миллениалы, это для поколения миллениалов и для зумеров тоже, всем, кому от 20 до 30 плюс-минус. И книга о том, как прожить этот период без потерь, потому что люди в нашем возрасте сталкиваются с огромными сомнениями, с тревожностями, с неуверенностью в себе, с сомнениями, а правильный ли карьерный путь я выбрал, а стоило ли мне учиться там, где я учился, а с теми людьми я общаюсь, здоровые ли у меня отношения с партнером. И все вот эти вот такие вопросы, которые встают, я уверена, у каждого молодого человека в начале пути. Я раскрыла в этой книге, я вот прямо вот исследовала эту тему сама, я сама прошла через кризис четверти жизни, это то, что и вызывает все вот эти вот вопросы, да, когда тебе 25, и ты такой, все, я не знаю, что еще я могу сделать полезного в этой жизни, мне кажется, что я уже все сделал. Я когда сама столкнулась вот с этой проблемой, даже не знаю, насколько это проблема, но это такая особенность, которая меня очень волновала. Я стала копать эту тему, и 5 лет спустя решила просто поделиться всеми своими какими-то инсайтами, которые я получила, и рассказала, как я на личном опыте вышла из этого кризисного состояния и, в общем, продолжаю жить и наслаждаться жизнью. Финальный вопрос, который мне не дает покоя, про Рождество и Скандинавию. Елки. Эко-френдли. Что лучше, искусственная елка или натуральная? Мы вот с другом обсуждали буквально позавчера этот вопрос, и он мне сказал, что искусственную елку лучше покупать только если ты будешь использовать ее как минимум 10 лет. В противном случае можно смело покупать живую, потому что их выращивают на специальных фермах, за ними специально заботятся для того, чтобы их продать. То есть это бизнес. И, в принципе, есть вот эти елочные плантации, откуда привозят все елки рождественские. Поэтому у меня нету однозначного ответа на этот вопрос. То есть, да, такая палка о 2 концах. Я, скорее всего, просто все-таки куплю живую, потому что я пока не уверена, хочу ли я использовать пластиковую в течение 10 лет, и нужна ли мне будет елка в следующем году. Ну, а ты, кстати, как вообще, на Бали что-нибудь вы наряжаете к Рождеству? Не знаю, может быть, мы повесим дождик на колонну, на пальму. Елку точно покупать не будем. Но видишь, тебе бы тоже не было смысла, я думаю, пластиковую сейчас покупать, где бы ты ни жила, потому что у тебя каждый год там Рождество по-разному выглядит. То есть я думаю, что здесь каждому стоит выбирать в зависимости от личной ситуации.
волосы. Но у шведов у многих, кстати, искусственные, но я знаю тех, кто живые покупает, то есть это так, 50-50. Давай теперь самый последний вопрос. А где ты будешь встречать это Рождество? У меня пока нет планов. У меня еще есть время познакомиться с какими-нибудь шведами, которые могут позвать меня на Рождество, если я максимально смогу войти к ним в доверие. Но, честно говоря, каждое Рождество, которое я встречаю в Швеции, я как-то встречаю его либо сама по себе, либо, я еду домой к маме, например, и в Эстонии провожу это время. Так что в этом году пока что нет планов. Если у вас есть идея для Рождества, которую вы хотите предложить Элине, возможно, вы швед и хотите пригласить Элину к себе, то, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно все соберу и передам. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в Инстаграме. @Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.